Всем привет! Сделал вот такой я каминчик. Задача передо мной стояла в сильно бюджетном варианте обустроить электрический камин вот с порталом в классическом интерьере. Это загородный дом в классическом стиле, еще правда недоделанный, но скоро уже виден свет в конце тоннеля. Значит, портал, второй раз я с ним уже встречаюсь. На другом объекте хозяйка купила сам камин, там был 3D, камин очень крутой. Вот, портал остался бесхозным, потом на другом объекте люди купили именно этот портал, чтобы побыстрее сделать обрамление, вот это вот все, шелуху, так сказать. Вот, и впоследствии уже будут покупать непосредственно сам камин в классическом стиле. Предыдущая начинка была не совсем в классике, я имею в виду сам очаг. Вот. Будет покупаться классический камин, обычный электрический, недорогой, там в районе десятки он вроде стоит. Может дешевле, но они уже совсем не симпатичные. Вот, приклеил тупо несколько слоев там картон по обеим сторонам, такие полуколонны или пилястры, точно извиняюсь, не знаю, как это называется. Вот, сверху приклеил потолочный плинтус, на него выложил центр камнем, дешевым, прям самый, который не наесть, из Леруа. Да, пришлось заделывать швы, потому что он сам по себе был совсем неровный, очень некрасиво смотрелось. Пришлось немножко повозиться, но это не сильно долго, как бы вот, но внешний вид с затертыми швами намного качественнее смотрится, чем нежели с такими темными непонятными швами. Вот и все, и хочу поделиться, как там это все производилось. Смотрим. На отшпаклеванную стену приклеили два слоя, вот такие пилястры по 25 сантиметров толщиной. Некие пилястры приклеили на гипсовый клей, укрепили углы перфорированным уголком и отшпаклевали гипсовой шпаклевкой. Вверху приклеили с запилом по потолочный плинтус. Наносим после грунтования, начинаем наносить декоративную штукатурку.
Придали цвет пилястрам нашим и теперь установили портал для камина. Он из МДФ обычный, недорогой. И теперь примыкающую стену к камину укладываем обычным гипсовым камнем. Имитация камня. Абсолютно дешевый, самый дешевый, который есть. Просто на клей выкладываем. Он очень неровный, то есть по высоте не совпадают, значит, плиточки отдельные, то есть получается щели между камнем. Ну, подгонять это все, подпиливать, подтачивать довольно долго, а проще, наверное, потом шов заделать герметиком. Потом покажу, как это сделать. Вот и все. Кирпич самый дешевый, разный, друг от друга отличается размерами, поэтому решил не подгонять, а просто заделать потом швы, потому что они темные, разные и сильно видно, некрасиво. Значит, заделываю просто акриловым герметиком белого цвета акрил, вдавливаю в шов на каком-то определенном участке. Затем мокрой губкой и влажным пальцем равняю этот шовчик и вытираю об мокрую губку, чтобы палец был чистый и мокрый. Акриловый герметик по высыханию слегка приобретает такой бежевый цвет. Ну и кирпич не кипельно-белый, тоже такой бежеватый немножечко слегка, поэтому все выровняется по высыханию и будет смотреться как бы так настоящий камень, там без швов, без всяких. Мокрой губкой просто пробежаться, там какие-то убрать там заусенцы акрила. Вот и все. Таким образом все проходим, все швы. И получится практически такая монолитная, без всяких швов. По внешнему виду нормально. Да, вот поближе покажу сейчас. Плинтуса, камешек без шовчиков. Все это заделалось. Сам очаг. Он МДФ с пленкой. Там есть небольшие прожилки золотистые, но это, наверное, на видео не удастся увидеть. Декоративная штукатурка вот этих колоночек. И все это общее пространство. Гостиная, кухня. На кухне вот отделка идентичная. Некоторые места поклеятся обойки, и, конечно, будет все это смотреться симпатичнее, вся эта задумка. Повторяю, очень бюджетный вариант.
как бы, но вполне симпатично все это смотрится. Ну и, собственно, абсолютно не видно, что это недорого. Все взаимосвязано. Обоями это все подчеркнется. Все.